20 марта 2007 года пострадала статуя синагоги с южного портала Страсбургского собора. Вандал напал на портал собора, который всем хорошо видим, но от этого не легче. Оригинальная статуя уже 100 лет находится в музее. Тем не менее, кому-то понадобилось покалечить именно эту фигуру. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, догадки и мотивы нападавшего. Это просто один в череде сотен вандалов новейшего времени. Отмечу лишь, что эта скульптура примерно 1230 года – один из самых красивых женских образов готической пластики. И эта красота персонификации, по определению отрицательной для ее заказчиков, давно не дает мне покоя. Требует какого-то научного объяснения. Но как объяснить, что и почему красиво? До переноса в музей синагога вместе с церковью обрамляла южный портал собора, посвященный одновременно Судному дню и прославлению Девы Марии. На трюмо между вратами восседает царь Соломон. Над ним судья. В тимпанах сцена Успения и коронования Богоматери. Церковь и синагога во весь рост возвышаются над головами входящих в храм или стоящих перед входом. Представим себе на секунду иудеев, в храм недопускаемых. Церковь-победительницы прямо смотрит на Соломона, который, в свою очередь, верша суд на земле, являет образ судьи небесного. Синагога не просто не смеет смотреть на судей, но склонила голову в сторону. На глазах у нее повязка. Сложный ломаный контрапост, мастерски исполненный в местном розовом камне, вторит изломом ее копья. Возможно, это копье лонгина, которым был проткнут бок Христа, или намек на это копье. Из раны истекли кровь и вода спасения, та самая кровь, которая собрана в чаше в руках церкви. Таким образом, все эти фигуры находятся в своеобразном диалоге, который вряд ли назовешь дружеским. За этим как бы диалогом стоит тысячелетняя история сложных отношений между двумя заветами, между церковью христиан и синагогой иудеев. Обе эти фигуры обычно в иконографии прекрасны. Синагога часто изображается с завязанными глазами и поникшей головой, несет сломанное копье. Иногда изображается скрижали закона или свитки Торы, которые могут даже выскальзывать из ее рук. На посохе и копье могут развиваться флажки, вымпелы. Атрибуты, которые иногда носит синагога, могут включать в себя барана или козла, или только голову, что означает ветхозаветное жертвоприношение, во всяком случае в глазах средневековых христиан. В отличие от патира экклесии, церкви, которая представляет христианскую Евхаристию, баран мог намекать и на похоть, какую-то излишнюю с точки зрения христиан иудейскую сосредоточенность на плоти, в отличие от агнца, обозначающего важность духа в христианстве. То есть они как бы такие материалисты, а мы такие духовные. Если глаза не завязаны, синагога обычно смотрит вниз. Сломанное копье, расслабленность фигуры – все это указывает на поражение. В средневековом искусстве синагога иногда появляется одна в различных контекстах, но экклесия встречается гораздо чаще, чем синагога. Другие сюжеты, где иногда можно встретить пару, это, например, древо Иессея и Рождество Христово. Иногда появление этой иконографии в паре церкви и синагоги объясняет влиянием латинского прения церкви и синагоги. Оно создано в Римской Африке в V веке, до падения империи. Первое появление таких фигур на распятии мы можем видеть в сакраментарии Драгона 830 примерно года, где экклесия присутствует, но фигура, представляющая иудеев или Ветхий Завет, это пожилой человек, остается распространенной в миниатюрах и ювелирном искусстве вплоть до X века такая иконография. Затем она реже встречается на распятиях в XI веке, но вновь появляется в XII, в таком виде, который подчеркивает поражение синагоги. Именно в это время обычным становится ее изображение с завязанными глазами и сломанным копьем. Эти фигуры продолжают встречаться и позже на распятиях, вплоть до начала XIV века, а в различных контекстах и дальше, в следующие века. Дошедшие до нас фигуры на порталах в основном датируются XIII веком. Отношения между церковью и синагогой обсуждались в течение долгого времени. В конечном итоге это повлияло на изображения, найденные в более поздних визуальных источниках. Тон этих изображений варьировался в зависимости от уровня терпимости или нетерпимости, царивших в христианском обществе в целом. Августин, например, изображает Ветхий Завет таким же, как и Новый, но покрытый завесой.
В этой традиции выдержаны и прения церкви и синагоги, получившие распространение в Европе гораздо позже, по мере роста еврейской диаспоры. В этой полемической литературе можно найти идею слепоты синагоги. Другое распространенное сравнение – приравнивание синагоги к наложнице, а всех евреев к незаконнорожденным детям, в то время как церковь – истинная невеста, и дети ее, соответственно, законны. Иногда для обогащения метафоры используется история о детях Авраама от Агари и Сары. Средневековые фигуры отражают христианскую веру, согласно которой Иисус был еврейским мессией, и поэтому иудаизм, как религия, не принявшая ее, оказался ненужным и проигравшим. Фигура синагоги обычно изображается в некотором роде падшей или падающей. Символизирует это и повязка на глазах, но могут быть и другие признаки. Представление в лежащем положении, обладание сломанным посохом, сползающей короной или свитком. Иногда глаза от Слова Божьего закрывает не повязка, а даже сам дьявол или змей. Это контрастирует с вертикальным положением, предстоянием победоносной церкви. Скульптурные портальные фигуры обычно встречаются в соборах больших городов Северной Европы, где значительные еврейские общины, особенно в Германии, на берегу Рейна, вполне себе процветали. Помимо богословского значения, они должны были напоминать евреям об их месте в христианском обществе. Они проецировали на них идеал еврейского подчинения в идеально упорядоченном христианском царстве. Ренессанс XII века на Западе в христианской культуре отразился, среди прочего, в контактах между христианскими и еврейскими учеными. Они обсуждали свои различные интерпретации еврейской части Библии, то есть Ветхого Завета. Благодаря этим еще довольно скромным контактам христианские богословы, в основном, конечно, монахи, стали лучше понимать существование яркой еврейской богословской традиции уже после написания еврейской Библии. Христиане раннего Средневековья уподобляли евреев, по выражению Августина, библиотекарям или капсариям, то есть слугам, которые отвечали за переноску книг, но книг этих не читали. Мы, конечно, с вами прекрасно понимаем негативность такой оценки. Напомню также о словосочетании «книжники» и «фарисеи», периодически звучащее в Евангелиях. Таким образом, расширение контактов привело к довольно парадоксальному эффекту. Монастыри стали лучше понимать, что существует альтернативная их христианской, латинской, но очень значимая традиция экзегезы и учености. Они же, эти самые монастыри, стали стимулировать самих себя и вообще христианскую ученость противодействовать этой новой интеллектуальной и духовной традиции. К чему ведут все эти обстоятельства? Церковь могла выступать персонификацией в одиночестве, но в эпоху крестовых походов в полный рост встал антииудаизм, как мы знаем. И тогда, конечно, церковь, экклесия должна была являть свою победу над иудаизмом, над синагогой, чтобы в том числе убедить иудеев в поражении и привлечь их принимать крещение. Это был довольно серьезный вопрос. Но и для нас остается вопрос, с которого я начал. Почему Страсбургская синагога так прекрасна? Однозначного ответа быть не может. Готическая пластика и готический глаз амбивалентно относились к женской красоте. На самом деле, как во все времена, красота могла изображаться как воплощение прекрасной чистой души, но она же являла верующему и предупреждение. Телесная красота еще не гарантирует, что ее обладательница права и что она возвещает истину. Но могло быть и другое объяснение, обращенное опять же к иудеям. Синагога тоже прекрасна, как и церковь. Просто снимите шоры с глаз, и церковь примет вас в свои объятия. Не будем отказывать средневековому искусству, как и средневековому сознанию в такой полифоничности, в такой амбивалентности, но и одновременно, я бы сказал, в добросердечии. С вами был Олег Воскобойников, программа «Бог в деталях». Смотрите наши следующие расследования через неделю и подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».